Здравствуйте. В Анапе 28 марта прошла знаменательная выставка на тему «Черное море мое». И в этой связи я хотел сказать несколько слов по выставке и провести небольшой экскурс по картинам анапских художников. Выставка была представлена относительно небольшим количеством работ, но работ, я считаю, знаковых. И тем не менее на ней был представлен весь спектр эмоционально-смысловой палитры картин, в которых отражены те чувства, все то, чем жило и живет, скажем так, население не только нашего города, но и региона, чем был наполнен умы и сердца людей. И в этой связи выставка вызвала широкий отклик. Можно сказать, что на выставку инкогнито приходил сам мэр города Швец. И я начну с некоторых картин. Собственно, я хотел начать с картины известного художника Дамира Кривенко, которая говорит нам о хрупкости этого мира. И мы сейчас перейдем с вами к картине Дамира. Пройдемте. Картина Дамира «Невинность», чистый бокал, пустой причем, изображен на ней, и в данном контексте выставки он символизирует хрупкость этого мира. И вот эти молотки, они уже приготовлены, то есть как бы мир не так прост, и мы должны очень бережно относиться заботливо к нашей природе, холить ее, лелеять и так далее. Картина Владимира Васильевича Порублева, одна и вторая, и картина Ирины, которая изображает Утриж и море Владимира, они символизируют собой как бы чистоту нашей природы. И вот эти две картины, и, наверное, точно не знаю, и эти написаны до печального события известного. И здесь мы просто видим идиллию, спокойствие, умиротворение. Собственно, это вот те чувства, зачем и почему люди приезжают в наш регион на море, и они заряжаются силами, настроением, позитивом. И я бы эту картину назвал как бы альфа и омега, потому что вот та чистота, которую мы получили от Бога, может быть, 1000 лет назад, может быть, миллионы, мы эту чистоту должны сохранить для будущих потомков. И мне очень интересно было бы узнать, когда Владимир вернется в Анапу, он обязательно будет писать море. Было бы интересно узнать, как будет выглядеть море после того, что мы пережили, потому что он художник очень чувствительный, тонкий, и он обязательно катастрофу, произошедшую, как-то сможет отразить в своей новой работе. Особенные дни бывают на море весной, когда по утрам стоит тишина, и море на горизонте сливается с небом в один цвет, и тишина эта проникает в душу. Море и небо – два символа глубины и бесконечности. Вместе с покоем
широта и простор, скрытая сила. И вторая работа другого автора, Лабутова Владимира Константиновича. Она называется «Ласточкино гнездо. Катастрофа». И вот она написана уже художником после аварии, и вы можете наблюдать все-таки некоторую разницу. И с работой Владимира, которая написана до катастрофы, и эта работа очень интересная, конечно же, но здесь изображен некто, какой-то подвижник, философ, который сидит в пещере, и ему как бы по большому счету все равно, что происходит там в мире, на поверхности. Он занят своим внутренним деланием. И вот мы видим работу Натальи Назаровой «Беспомощность». Крик души, боли, безысходности, горя. И девушка прорисована не очень четко, а потому что художница таким образом хотела выразить те чувства, которые просто уничтожают не просто животных, но и людей. Она нарисовала еще и другую работу, наверное, нежность, но она была настолько тонкая, эта работа, которая показала, что девушка смогла пережить чувство горя и не обозлиться, и выйти в пространство любви и доброты. Но эта картина не присутствует, к сожалению, на выставке. Она настолько отличалась от всех других работ, что она по тематике просто не была включена сюда. Но вы ее всегда сможете увидеть, если этого пожелаете. И мы идем к следующей работе. Пройдемте. И мы сейчас видим работу арт-группы «Вне рамок» «Реквием по мечте». Мы видим, что как бы ресурсы человека включились в борьбу со стихией, и птица, которая изображена здесь, она уже наполовину очищена. Мазут стекает вот в такой инсталляции в некоторые лепешки. Здесь изображено Черное море, но все-таки эта картина не несет вот той безысходности, как была у Натальи, и она в целом несет более позитивный смысл. Здесь есть еще такой интересный момент, что вокруг птицы как бы просматривается некий ореол или нимб, и сами цвета, фактуры, фона, они все-таки позитивные, радостные, даже в каком-то смысле это цвета преодоления. И вот этот нимб как свидетельство того, что в сознании людей животный мир, в данном случае это птица, она как бы возводится в ранг некой святости. То, что для нашего народа очень важно и значимо, и за что люди готовы бороться и побеждать. И мы сейчас продолжим с вами выставку. Картина арт-группы «Вне рамок» «Ангел-хранитель», и также 4 работы «Море-океан». Собственно, вот эта работа, она символизирует некий образ вселенского духа.
который все видит, он присутствует как бы в этом мире, и он незримо принимает все меры для того, чтобы человечество вышло победителем из того, что происходит в нашей, к сожалению, не всегда лазурной жизни. Идем дальше. Еще одна работа Меласкиса «Мазутная танго». На ней изображены 4 птицы или черепахи, которые кружатся в некотором победном танце, может быть прощальном, и с элементами размазанного мазута, который растворяется благодаря некоторому агрегату. По славянской символике это камень, кристалл, алатырь, божественный камень. И также здесь есть символика этого камня знания, наука и ядерного реактора. Это говорит о том, что мазутная цивилизация отходит на второй план, и фактически ей получается как бы подписан приговор. И включаются новые экологически чистые технологии ядерного, безотходного топлива с новыми энергоносителями. И эта картина интересна еще тем, что она выполнена по образу зеркала Козырева, который сам по себе является как бы исцеляющим, очищающим. И к тому же она выполнена в образе обратной перспективы. То есть, что значит обратная перспектива в данном случае? Мы не теряем энергию, когда смотрим на эту картину, а наоборот, она нам отдает свою чистую энергию, наполняет нас силами и оптимизмом. Ну, работа, конечно, интересная, символическая, и в ней композиционно она идеально собранная. Здесь есть некий центр, который автор не раскрывает, но люди, которые в душе художники, они этот центр увидят. Я думаю, что его и интересно, и важно найти, конечно, каждому. Работа Антонины «Ихтиандр», она такая озорная и веселая работа. Собственно, то состояние радости, которое нам приносит море, а здесь чебурашки спасают лебедей, то же самое, это то, что нас наполняет счастьем. И одна из работ арт-группы «Внерамок», и еще 3, они выполнены эти работы из морских ракушек, камешков. И эта работа интересна тем, что в ней хранится ключ от моря. Ну и, собственно, и выставка у нас начиналась с вставлением ключа и открытием выставки. И мы переходим к работе Антонины Борисовой-Дороховой. Итак, работа Антонины Борисовой-Дороховой «Черномор». Очень серьезная работа. Вы внимательно можете на нее посмотреть, насколько она классная. И по данной работе мы видим, что дух моря, океана не на шутку рассержен. И мы просто уверены, что то, что разгильдяйство или что-то еще, оно не останется безнаказанным, не пройдет даром. Вот, люди должны измениться, сделать выводы в сторону все-таки более бережного отношения к природе и к человеку. Несколько слов о том, что такое
экология. Люди часто понимают под экологией это окружающую нас природу, да? Вот. Но надо говорить об экологии личности. И это тело, душа и дух. И наше тело – это не только как бы тело, ограниченное физическим нашим пространством, но и окружающей природой нас, потому что мы очень сильно связаны. Буквально какое-то изменение в воздухе, в воде, в температуре, и человека нет. Поэтому все это очень серьезно. И Черномор, он, конечно же, не один. 33 витязя прекрасных по Пушкину. В исполнении Антонины это постмодерновый вариант витязей, какого-то даже космического масштаба, которые уже пришли. И вы видите, вот здесь два, и через тернии к звездам третья работа, которые находятся здесь. А 30 витязей, они или подтянутся, или уже растворились среди нас и готовы исполнить любой приказ Черномора. Спасибо. Ну, в общем и целом, вы видите, что выставка жизнеутверждающая, она прекрасна. Наши художники проявили свои таланты в полной мере, и она несет оптимизм, настроение и дает нам надежду, что мы победим. Спасибо.